Привет всем! Сегодня у нас 11-й день Золотого пути души. И это работа. Работать мы сегодня будем с вами с волшебной практикой, которая приведет вас как раз-таки к желаемому результату. Но отнеситесь, пожалуйста, к этому очень серьезно, потому что это не просто практика, это будет договор. Поэтому сейчас мы пока сделаем расклад, я вам сделаю расклад, а потом, при желании, вы проведете эту практику вместе со мной, и у вас начнется новый путь. Я вам обещаю просто. Это серьезно. Сейчас вот я вам то, что даю, это люди за это платят большие деньги, за такие знания. А я с вами делюсь. Давайте сейчас посмотрим путь. На каком пути вы сейчас? Вот это да. Вот это да. Вот, ребят, вы знаете, кто вы вообще? Вы кто? Вы маги своей судьбы. Сейчас распакуем. Это прошлое? Да, это прошлое. Молодцы, молодцы. Вы сделали огромную работу, и это видно по раскладам. Сейчас вообще по-другому карты даже выпадают. Итак, сейчас у вас на пути, на золотом пути вашей души вам предписана встреча. Возможно, этот человек уже есть в вашем поле. Возможно, этот человек вам только встретится. Возможно, это ваш муж или жена. То есть вы уже с этим человеком идете по жизни. Это двойка кубков. Это когда два самодостаточных человека встретились, самодостаточных, повторю, и корнями, то есть корнями и стволами, они отдельно, они фундаментально стоят на земле. Никто никого не тащит за собой. Но ветвями вы уже сплелись. Это истинная любовь. Это истинная любовь и дружелюбие. То есть это любовь, вот знаете, когда выше, когда вам с человеком вы дружите, то есть он вам друг, не просто любовный партнер, а еще и друг, лучший друг. Вы шли к своей звезде, к своей мечте. Вы прислушивались к звездам, к звукам Вселенной, к знакам Вселенной, считывали эти знаки. Как раз сейчас полнолуние было, вот, пожалуйста, полнолуние. Только теперь Луна светит не просто в небе, а уже в вас, как бы вот в этой точке третьего глаза. То есть вы будете понимать причинно-следственные связи всего. И я вам дальше расскажу. Вы идете к мастеру. Распаковывай в себе мастера. Это свечение ваше интенсивное. Это огонь изнутри, который ведет вас по вашему предназначению, по вашему пути. Так, дальше у вас встреча была с прошлым, прошлой жизни. Многие делились о том, что произошла у них встреча либо с предками рода, либо это вы вспомнили свои воплощения прошлые, для чего вообще сюда пришли, на эту землю, для какого предназначения, для какой задачи. То есть именно сейчас, вот в этом воплощении, вы можете это
распаковать эту задачу, совершить, завершить. И, ну, то есть это ваша душа свободна, то есть это от кармических всех завязок. Потому что мы делали очень серьезные практики с вами от кармических вот этих вот завязок. Это карта заземление, замедление, заземление, то есть это созерцательная такая карта, говорит о том, что вы погрузились в глубины своего подсознания для того, чтобы осознать свой путь, свой потенциал, раскопать его в себе, этот потенциал, и пойти в свою жизнь. Вы распаковали в себе силу льва. Вы больше не будете притворяться, носить шкуру овцы и в толпе притворяться, мимикрировать под толпу. Вы больше этого не будете делать. Если вы светите, если вы являетесь таким светочем, вам незачем это делать. Все. Дальше у вас цветение происходит вашего таланта, предназначения. Знаете как? Вы расширяетесь, то есть вас становится больше. Мне многие пишут о том, что Юля, у нас такие там процессы, просто вот действительно много людей пишут, что начинается какая-то, вроде все хорошо, классно шло, прям вот таким интенсивным темпом, и вдруг начинаются какие-то люди непонятные, какие-то ситуации, ну то есть темные, вы понимаете, да, о чем я говорю? Это говорит о том, что ваше поле стало широким, оно стало большим и огромным. То есть это вас не вот так вот, вас и не заметят, понимаете? Вы не интересны Вселенной. А когда вы вот такая личность, вот такой человек с такой душой, вот видите, что делается? Вот. То вы расширяетесь, и вы становитесь ценным для Вселенной, ценной личностью, ценным человеком, ценной душой. Вы помирили в себе, примирили, гармоничным образом сложили в своей голове, наконец, пазл, откуда что пришло, почему я так живу, почему я пришел к этой точке или пришла к этой точке, да, и куда меня ведут-то, вы все это поймете. Либо это в ближайшее будущее, я вам сейчас говорю, либо вот вы сейчас расклад этот послушаете, и у вас произойдут вот эти изменения. Дальше. Ну, это вот обретение мира. Ребят, это обретение мира после войны, понимаете? Не контроль, а обретение мира в себе. Я есть мир, я есть вся Вселенная. Не контролировать других людей, ситуации, пытаться что-то там... Вот знаете, когда через контроль, это всегда через жесткое какое-то вот происходит. Ты контролируешь, но все равно Вселенная будет делать так, как угодно ей, а не вам. И лучше уж отпустить контроль и довериться просто потоку этому. Сегодня я вам дам очень ценную информацию, потому что мне мешают просто все сейчас. Мне постоянно приходится прерывать запись, потому что мне мешают. Ребят, мне вторгаются в мое пространство. То собаки вторгаются в пространство, то телефон. Так. В свое идете творчество. Вот, видите, что со свечой творится? Она сейчас трещит. Это с вас очищается вся негативная карма, все негативные программы, все это чистится этой свечкой. Вы идете в свое цветение, в свою божественную природу, распаковываете в себе это свечение. В вас и солнце, и луна, цветы и звезды, и земля. То есть это вот вообще проявление
вот в этой колоде творческое начало. Но это императрица еще по-другому. Императрица — это божественная природа, проявленная в материи. Это я сейчас не привязываю императрицу именно только к женщинам, нет. И для мужчин, и для женщин это проявление себя в творческом аспекте вот сейчас, на вашем пути. И это работа над собой. У нас сегодня карта дня — это работа над собой. То есть это практики, это мы проходим с вами не просто так раскладики послушали и забыли. Нет, у вас происходят глубинные трансформационные процессы. И мне тысячами просто люди пишут, что у меня изменилось это, у меня то, у меня... То есть, вы понимаете, это такие глубинные процессы, такие глобальные, что, ну вот мне это очень нравится, что вы делитесь своими переживаниями и что с вами происходит, потому что я ответственна за то, что я вам даю сейчас. Вы в прошлом, ребяточки, сделали просто невозможное. Вот после такого состояния истощения, это истощение, энергетическое истощение прежде всего, ментальное, когда как робот живу, не понимаю вообще, зачем я живу, куда я иду, и там вообще ни мысли о предназначении каких-то высоких не было. То есть здесь бы выжить бы. Здесь бы просто выжить, реально. Вот после такой карты, когда вы были в плену, в детстве, жесткое детство у кого-то. У кого-то это ваш внутренний ребенок. Но это всегда из детства идет. Какая-то ситуация произошла там, и вы это долгое-долгое время тянули. Вы себя чувствовали всегда белой вороной в любом обществе, в любой коммуникации, всегда. Да что ж такое, я разговариваю с людьми, они меня не понимают. И мне приходится, я поняла, знаете что? Я раньше, когда еще до раскладов вообще, до вот этих знаний, тоже коммуницировала с людьми, да, и я понимаю, что я разговариваю, а меня человек реально не понимает. Вот просто смотрит, как баран на новые ворота, не понимает ни слова, о чем я говорю. Я думаю, так, я сразу переключаю этот режим и разговариваю с человеком о простом, о бытовых каких-то вещах, и все, сейчас мне это не нужно, я это поняла. Если ты океан внутри, тебе не нужно притворяться прудиком, маленьким таким, или лужицей. Не надо. Ты океан. Поэтому сейчас я вам даю эти знания, я вам даю эти расклады. Пожалуйста, если вы что-то не понимаете, задайте мне вопрос. Вы можете задать этот вопрос в комментариях там или в личку напишите. Но писать мне о том, что я ни хрена не понял, что тут вообще, о чем тут речь? Ну, ребята, значит, мимо идите, и все, и понимаете, потому что, значит, не доросли еще, значит, у вас еще не пришло время для того, чтобы понимать и осознавать эти вещи. Значит, вам нужно к другому специалисту, который будет вам расклады делать на то, что он подумал и что он чувствует. Но вот реально, мне интересно, что подумала я и что чувствую я в данный момент. И также вы должны чувствовать вот это. Вы проекции и ожидания свои накидывали на других людей, на ситуации, на других людей. Постоянно, причем это происходило, то есть это когда ты не видишь реального человека, ты с ним общаешься, но ждешь от него какого-то результата. Ты ждешь от него другого поведения, другого результата, других слов, там, других действий. Да он другой, то есть он другой, он тебе встретился, вот его вселенная встретилась с твоей вселенной. Ваша задача, если у вас коммуникация происходит, и происходит синергия,
то это прекрасно. Значит, вы в правильном направлении идете, это ваш человек. Если же нет, ну просто дык-дык-дык-дык, вот с таким, знаете, с пробуксовкой, когда, понимаете, общение идет с пробуксовкой, это касается друзей, подруг, партнеров, там, родителей, родственников тоже, но пробуксовка идет. Не надо себя на уровень спускать, на 31 минус 31 этаж, для того, чтобы до уровня человека как бы выйти, и он вас понимал. Не надо этого делать. Общайтесь с душами, видите душу человека, если он хороший, если он добрый человек, ну, просто, как сказать, это с одной стороны корону снимите, ну, то есть я не все знаю в этой вселенной, и мне еще ого-го сколько нужно познать, но также это и не надо себя принижать, если у вас, например, другой уровень сознания уже, но вы не сможете. Понимаете, у вас огромный сейчас резервуар вот с этой энергией. Энергия это то, что двигает вообще вас по жизни. Это материальное проявление, вы это видите, у вас расширение идет во всех аспектах, вы себе позволяете больше. И что я хотела сказать? На минус 31 уровень не надо себя спускать. Но по-доброму к человеку можно относиться. Просто говорите с ним, ну, о каких-то вещах, которые и вам тоже резонируют, и ему интересны. Понимаете? И у вас, вы просто вот после такого вот состояния истощения, вы превращаетесь, ваша жизнь превращается вот в такое свечение. Это факел, это вообще, это император. Для мужчин вы становитесь императором. Император – это бунтарь, это в данной колоде, это энергетически очень сильный человек. Это не тот император, который сел такой на свой трон, корону себе надел и сидит, ничего не делает. Нет, этот бунтарь, он будет пробивать все пространство, он будет переть через препятствия, но с факелом истины в руках. Он будет чувствовать эту истину. Для девушек это ваш человек, мужчина, либо это ваше собственное свечение. То есть, ну, вы, потому что в каждом из нас есть и мужское, и женское, да, аспект этот. Вы себе примирили эти аспекты и мужского, и женского. Когда нужно вам, девочки, вы включаете вот этого императора с факелом наперевес. Но это еще, видите, здесь Феникс. То есть, смотрите, какая вообще символичная карта. Он попирает любые путы, любые цепи, которыми связывали его стопы. Он попирает это, он разрывает эти цепи. Он разрывает кармические узлы. Он свободная личность, потому что у него крылья. Он олицетворяет Феникса. А Феникс — это птица, которая летает выше всех птиц, выше. В Поднебесье он летает, и он смотрит на эту землю своим зорким глазом. Он видит возможности все абсолютно. У меня просто постоянно вылетает телефон, я не знаю, что сегодня творится, я говорю вам, энергии пруд просто неимоверный, вы это почувствуете. Вот у него огонь внутри, огонь с ним. Он освещает всю тьму, если ему нужно пройти сквозь тьму, он пройдет. Он глубоко укорененный человек, он сильный человек. Это фундаментальная личность, понимаете? Его невозможно не то чтобы сдвинуть с места, знаете, когда там уперся рогом. Нет, это в другом аспекте здесь. Здесь такая личность, которая, за которой идут, да. Это правитель высшей ипостаси. Правитель. Вот какие процессы происходят у вас сейчас. Так. Что мы возьмем? Давайте вот так сделаем.
принципе, можно и расклад закончить на этом. Но я вам обещала практику очень мощную, я ее дам. Если вам, ну, когда скучно вот это вот, перематывайте, пожалуйста. А вообще лучше ничего не перематывать, а просто быть в спокойствии. В осознанности, спокойствии, слушать мой голос, потому что мой голос является целительным. Уже неоднократно проверено. Вот. Но в основном я работаю с людьми как целитель, космоэнергет. И я исцеляю руками. Поэтому если у вас какие-то есть проблемы, заболевания, возможно, вы можете написать мне в личку, и мы с вами проведем этот сеанс. Потому что мои целительные энергии, неважно, я дотрагиваюсь до вас тет-а-тет, либо это на расстоянии происходит, онлайн там, либо в записи я делаю. Это уже неоднократно проверено. Просто многие, знаете, как хотят. Сейчас. Многие хотят результата вот просто, вот сейчас. Вот мне сейчас надо. Сейчас не происходит. Нужно время для того, чтобы... Вы знаете, я сегодня только осознала, что многие процессы, вот именно у меня сейчас, например, происходит это мгновенно. У меня трансформация происходит мгновенно. Ну, потому что у меня объем энергии огромный, и он позволяет мне просто за 1 час, за 2 часа осознать какие-то процессы и пройти в свою трансформацию. Раньше этого не было, раньше это было годами просто. И я сейчас осознаю то, что, допустим, в прошлом я хотела какого-то результата, хотела его. Но пока материя переключиться на вот эти рельсы, это проходило очень много времени, потому что мое сознание не позволяло мне вместить такой объем возможностей и энергии. Это вопрос готовности. Еще раз, прослушайте практику. Правда, я не помню какой-то день. Ребят, у меня просто столько информации, что я просто забываю. Пожалуйста, переслушайте, там какой-то то ли 7-й, то ли 9-й день. Нет, 9-й день, по-моему, отшельник, да. Да. Переслушайте, пожалуйста, готовность. Про готовность. Принять дары Вселенной, принять свои изменения, принять то, что у вас материя изменится, что у вас обстоятельства поменяются, что люди поменяются, какие-то люди уйдут из вашего пространства и поля, какие-то, наоборот, придут. Кто-то останется с вами просто потому, что, вам по пути вместе, и вам еще много-много нужно совершить. Я сегодня не буду затягивать расклад, тем более что-то происходит, ребятушки, потому что у меня вылетает все вообще. Это значит очень важно. Так. Ну вот, опять сила солнца, любви, чистоты и света в вас. Посмотрите, какой это объем энергии. Посмотрите. И поймите, что это в вас есть. Если вы притянулись на этот расклад, значит, это в вас есть, потенциал такой есть. Значит, распаковываемся, делаем дальше. Так. Висели в жертве, но делали вид, что нет, я не в жертве, я не медитирую. Я практики прохожу свои, да. Я медитирую, блин. На самом деле вы висели в жертве.
Это повешенный аркан. То есть я не двигаюсь ни туда, ни сюда. Вот оно. Ни туда, ни сюда. Двойка мечей. Не понимаю вообще, с закрытыми глазами иду. Вот, сейчас вы приняли, только сейчас, смотрите, крайние карты, вы сейчас приняли свою уникальность, что вы подходите не всем, что вас понимать будут не все. Кто понимает вас, прекрасно. Кто не понимает, ну, я же не могу нравиться всем абсолютно. Значит, вам нужно общаться с другими людьми, да? Вот так. Вот так. Я хочу вот эту карту оставить, вот этого свечения интенсивного, потому что это очень важно. Смотрите, и костюм мой сегодня под это свечение. Как знала, как знала. У вас в сердечном центре, во-первых, свечение происходит, потому что у вас расширяется поле сердца. Поле сердца, да. Кто знает практики, которые по расширению поля сердца, я вас приветствую, я знаю этих людей лично. Так, у вас что дальше? Ценность свою осознали, у вас крылья вырастают за спиной, скипетр, пентакль в руке и владение землей, матушкой землей. Нормально? Так. Пусть все услышат вашу песню. То есть это про ваши таланты, про ваши возможности, про распаковку в вас вот этих способностей, которые у вас есть. Дальше. Я вам сейчас, я для вас посланник с небес, с планет, гармонию и баланс, который несет. Энергию я вам несу, я вам даю энергию эту, для того, чтобы вы осознали. У вас опять интенсивное свечение, и это королева опять, это про ценность. Ценность. Неважно, кто меня сейчас слушает, у вас золотые энергии, понимаете, у вас. Так, 8 мечей. Вы что-то долго очень ждали, и наконец-то вы вышли. Вы сейчас меня услышите, и вы выйдете из ограничений. Все, вот так это. Вот так. После этого расклада все, кто еще до сих пор оставался в своей зоне стабильности, зоне комфорта, зоне дискомфорта на самом деле. То есть вы живете в плену и думаете, что это классно. Это синдром стокгольмский называется. Стокгольмский синдром. У вас мудрость распаковывается. Мудрость. Это опять же через отшельника вы сейчас постепенно распаковываете в себе знания, укладываете в себе. Даже не сразу это происходит. Так, тройка. Разбитое сердце было в хлам просто. Жизнь разбита, мечты разбиты. Безресурсное состояние, когда, мало. Прямо вот мало. Денег мало, энергии мало. Здоровья нету практически. И сейчас вы приняли, что да, этот опыт должен был со мной случиться. Я его принимаю, благодарю, но я иду сейчас в свое новое прекрасное будущее. То есть вы осознаете вообще свое земное воплощение. Для чего сюда пришли? Смотрите, у вас тут вы как в сфере защитной, кокон такой световой. Дальше. Частота альфа у вас начинает светиться. Дальше. Любовь, истинная любовь. Любовь к партнеру, любовь к мирозданию, любовь к своим детям, любовь к животным, любовь вообще в широком аспекте. И это еще наполненность чувствами, прекрасными чувствами. Это кармическая карта. Кармическая карта. Вы сейчас будете осознавать, для чего вам вообще этот кармический урок был дан. Прям вот прослушав этот расклад, у вас придет либо во сне, либо знак Вселенной. Вы поймете, для чего вам это было нужно.
и стартанете в новое. Вот опять про любовь. Любовь рядом. То есть это энергия, это взаимное такое притяжение, но в то же время это умение держать свои границы. То есть не сливаться с партнером, знаете, когда вот соединяться, да, но не сливаться. Не сливаться с ним вот в этом бесконечном, понимаете, когда сливаемся, это как прилип к человеку, просто прилип, потому что, ну, все. И вы не самодостаточны. По отдельности вы не самодостаточны. А вы должны быть самодостаточная личность здесь, самодостаточная тут. Он работает, она работает, к примеру, я говорю. Он проходит свой путь, она проходит свой путь. Но не так, что так, ну, давай, Вася, теперь ты проходи весь свой путь, и ко мне иди, и все, а я посижу тут. Нет. И точно так же мужчины. Не думайте о том, что будет женщина сидеть, вас ждать веками. Нет, такого не будет. Ну, не будет такого. Так, дальше. Вас поддерживают высшие силы сейчас, вас ведут предки вашего рода, Творец, сам ангел, Михаил Архангел пришел. Он вас защищает своими крыльями, руками своими, поддерживает вас и несет вас. Это сейчас у вас будет интенсивное, слово интенсивное свечение у меня 1000 раз, но потому что это так и есть. Это волшебство, это когда человек с сознаниями, девочки со способностями, именно ведовскими, то есть, может быть, вы целители. Многие меня слушают, специалисты в каких-то сферах именно целительства. Вот у вас распаковывается этот талант. Этот талант, это волшебные руки, это когда человек, даже хорошо, он не волшебник в таком понимании, да, не маг, но он человек, и женщина, и мужчина, он в материи делает что-то своими руками так волшебно, так вкусно печет, например, торты, или строит дома, и у него это просто, ну, золотые руки, когда говорят, вот это об этом. Очень резкие перемены будут происходить. Это еще обучение. Слышите? Обучение. Не забывайте про то, что вам нужно учиться. Вы не одни. Даже если у вас есть связь с другими, у вас есть эта связь, и у вас происходит общение на ментальном уровне. Ребята, я вас предупреждала, пожалуйста, сегодня будет, ну, поймите меня, я не могу перезаписывать 1000 раз. Вот у меня сейчас идет поток, я его пишу, у меня постоянно вылетает опять запись, поэтому будет немножечко с паузами, ну, не с паузами, вернее, короче, я склеивать буду это видео. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому, хорошо? Так, гамма частоты у вас будет возрастать. Это Аврора, это восход, это заря, Аврора. Так символично. Что это у нас? Ух, опять у вас башня выпала, только по другой колоде уже. Здесь башня как революция, то есть вы совершаете сейчас революцию на самом деле. В своем роду вы, человек, который меня слушает, вы надежда своего рода. Вы сейчас своими намерениями, руками, вы просто перестраиваете код своего рода и выводите его в чистую, плодоносящую ветку. Понимаете, когда не иссохшееся дерево, когда там родовые программы, проклятие тысячелетиями идет, вот эта чернота, а вы выходите просто в другая ветка у вас, зелененькая, вот она только-только начала расти.
поддерживайте это. У вас отплытие к новым берегам, путешествие ментальное, метафизическое. И слушайте, пожалуйста, меня ушами и душой, потому что многие... Я не хочу путешествовать. Да принимайте только то, что вам резонирует. Поймите, вы сейчас прокачиваете свою интуицию. И вам не надо путешествовать, не путешествуйте. Но эта карта говорит о том, что вы выходите в новое, из старого своих сценариев, из старой жизни своей, выпархиваете просто, отплываете. И вот вам карта, которая вам скажет: сегодня, 11-й день, веди, а не следуй, веди за собой. Если у тебя есть эта энергия, веди, делай что-то так, работай как-то так, работай так, чтобы люди смотрели на тебя и понимали, что у тебя золотые руки, что ты талантлив в этом деле, что тебя Господь одарил вот этим, и ты идешь по своему предназначению. Кто-то талантлив в строительстве домов, кто-то талантлив в написании музыки, кто-то талантлив, как талантливый танцор. У него хореографические сразу композиции рождаются в его голове, и он танцует сразу. Кто-то талантлив в том, чтобы растить своих детей в любви, уважении. Настоящая семья когда. А кто-то талантлив в том, чтобы давать знания людям. Вот так. И каждый из нас талантлив в своем каком-то деле, да, и поэтому не нужно притягивать на этого человека, который талантлив, например, в выпечке тортов. Не надо его. А ты Кьеркегора читал? Она не читала Кьеркегора, она просто, она печет вкусные торты. Вот поэтому я и говорю о том, что вы, например, с человеком общаетесь, это ваш партнер, любимый, там, подруга, друг. Вы понимаете, что этот человек талантлив вот в этом, у него способности к этому. Великолепные просто. Но не надо от него ждать, что он будет вам зачитывать, например, наизусть какие-нибудь там оды или там или закручивать банки с огурцами. Потому что бытовой вам пример. Да, кто-то талантлив в этом, кто-то в другом. Итак, сейчас я буду проводить практику. Если вы готовы, мы начнем. Возьмите, вот у меня все 4 стихии здесь есть. Возьмите воду, чистую воду, да? Вот я поставлю. Это из ручной работы у меня бокальчик. Я там отдыхала просто, поэтому мне очень нравится отсюда пить. Почему-то очень вкусная вода отсюда. Итак, сегодня мы будем заключать договор. Мы сегодня будем с вами заключать договор. Есть договор с темными, а есть договор с Творцом, со светлыми силами, с предками рода, с ангелами, с архангелами, со светлым войском. Это воины света. Это святые. Это свет. Вы будете сейчас... Этот договор очень серьезный. Если вы нарушите этот договор, то вам прилетит по шапке очень серьезно. Итак, смотрите. Для того, чтобы у вас что-то, например, вы хотите... к примеру, давайте. Хочу купить дом. Вот Господь, вы говорите Творцу: я хочу вот этот дом, он мне очень нравится, он комфортный, я там буду реализовываться, мне там безумно нравится жить, и я чувствую, что я расцвету, и у меня жизнь пойдет. Я сейчас бытовой пример привожу. Вы каждый
что вам нужно сейчас. Вы произносите, что вам нужно, кому работать. Так, мы продолжим. У меня просто вылетает все, потому что недостаточно памяти. Все исправлено. Итак, вы заключаете договор с высшими силами, с Творцом. Говорите ему свою мечту, либо то, что вы хотите. Кто-то работу хочет, кто-то квартиру хочет купить, кто-то хочет реализоваться в своем деле, там, хобби, творчестве, да? Кто-то хочет ребеночка родить, кто-то хочет исцелиться, кто-то хочет обрести партнерство, любовь настоящую. Вот вы сейчас говорите Творцу. Вы обещаете Творцу: пожалуйста, сделай так, чтобы это воплотилось в жизнь самым благополучным образом, самым благоприятным и легким, радостным образом для меня. И я прошу Тебя, Творец, сотворить для меня это чудо, а взамен от себя я Тебе обещаю, что я буду помогать людям. Я буду что-то делать для людей. Я буду благодарить людей. Я буду что-то для них делать полезное. Либо людям, либо планете, либо помогать животным, либо помогать, кому-то помогать. Не просто так: дай мне, Господи, квартиру, я хочу, наконец, жить в квартире, допустим, да, своей мечты. Вот. И вы просто просите: дай. Нет. Почему вы должны быть? Вы должны, понимаете, такой договор заключить, чтобы Творец понял вашу ценность, что вы можете принести этому миру полезного. Вы сейчас обещаете Творцу, что вы можете принести в этот мир, польза какой. Например, человек, прирожденный учитель или воспитатель, например, да, детей, и он говорит: Господи, даруй мне партнерство или любовь, чтобы человек меня искренне, чисто любил, и я его также, да, взаимную любовь. Пожалуйста, я прошу Тебя, Творец, дай мне это чудесное партнерство. А я Тебе обещаю, что буду каждый день на своей работе или при взаимодействии с детьми, например, если это учитель или воспитатель, я буду нести им знания с любовью. Я буду помогать этим маленьким душам вырасти в прекрасных людей. Я буду каждый день в своей жизни помогать. Вот вы просто реально посмотрите, что вы можете сделать для этой планеты. Что вы можете сделать. И пообещайте. Не то, что: Господи, я брошу курить. Ну и что? Ты лучше кури. И все. Нет. Здесь именно глобальная цель какая-то. То есть вы хотите глобальную цель, вы хотите мечту свою, осуществление своей мечты, исцеление. И вы даете Господу, ангелам, архангелам, воинству света, вы даете это обещание. Это обещание невозможно откатать назад, невозможно. Поэтому сейчас очень внимательно. Если вы не готовы, не делайте, пожалуйста. Потому что потом, если вы: Господи, если я сойду со своего пути, ну пусть мне прилетит по шапке. Вот это серьезный разговор, когда вы говорите с Господом и говорите о том, как вы будете полезны этой планете, в каком аспекте, что вы будете делать. Возможно, вы классный врач, возможно, вы спасаете жизни людей, возможно, вы вот просто вот человек, который там несет знания, допустим, но у вас какая-то ситуация, да. Я вам скажу так, это
это обещание настолько чудотворно действует, что изменения происходят. У кого-то сразу, у кого-то не сразу. Я уже об этом сказала, что у кого-то объем энергии огромный, у него сразу трансформация идет, у кого-то нет. Немножечко в протяженности во времени будет. Но вы должны понимать, что то, что я сейчас вам дала, этот договор, он очень от вас требует ответственности. Ответственного такого и поведения ответственного тоже. И я такой договор заключила. Я вам скажу, что Творец меня исцелил от очень тяжелой болезни. Но я пообещала, что я буду делать. Поэтому сейчас очень внимательно, каждый про свое скажите, пожалуйста, если вы готовы, своими словами. Но с этого дня вы обязуетесь просто следовать этому пути и не сворачивать никогда с этого пути, с этой дороги. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже если вам больно, даже если вам плохо, даже если у вас что-то там в семье там произошло или там с родными людьми, вы все равно продолжаете следовать этому обещанию, этому договору и нести пользу этому миру, этой вселенной. Потому что если вы нарушите этот договор, это будет предательство. Самое большое в вашей жизни. Это будет предательство своей души. Вот так. Поэтому сегодня у нас день. Я вам сейчас дала те знания, которые я получила, да. И, то есть я платила за эти знания. Платила в разных аспектах. То есть и деньгами, и финансами, и вообще. Пока до меня дошло, наконец, что вот только так нужно действовать. Поэтому за эту практику обязательно благодарность Вселенной. Покормите птиц, покормите бездомных. Скиньте, например, денег там, в фонд какой-нибудь помощи животным, детям. Куда вы посчитаете нужным. Вот. Если вы захотите меня поблагодарить, спасибо большое, я это с благодарностью принимаю. Ваши донаты, ваши теплые слова, вы не представляете, насколько для меня это просто... Я каждый раз, когда читаю ваши отзывы и как меняется ваша жизнь, я понимаю, что я на своем пути. Я на своем месте, более того, и я чувствую, что значит не зря я на земле на этой. Поэтому сейчас проговорите этот договор. Можете записать, чтобы не забыть, потому что с этого дня ваша жизнь изменится. Вот так, навсегда. Пока. Всем пока.